Привет! Вы когда-нибудь задумывались, насколько умны симы? Способны ли они преодолеть трудности для удовлетворения своих потребностей? Мы знаем, что наши виртуальные персонажи тоже имеют свою собственную версию пирамиды Маслоу. Однако в их мире она значительно упрощена, ведь им нужно заботиться лишь о своих физиологических потребностях и относительной безопасности. Общение, дружба, любовь, уважение, реализация личного потенциала – это всего лишь потребности игрока. Симам такие аспекты не требуются. Так вот, в этом ролике я предлагаю провести эксперимент с искусственным интеллектом в каждой части Sims. Пора дать им полную свободу и посмотреть, что они из этого вытворят. Ну а мы в это время будем наблюдать с чашечкой кофе в руке. Посмотрим, как симы примут виртуальные вызовы. Для проверки интеллектуальных способностей симов я смоделировала 5 ситуаций, в которых симы должны будут проявить себя. Все 5 испытаний были созданы с учетом игровых возможностей каждой части Sims. Оценивать каждое испытание я буду по следующей системе. 2 балла. Сим справился полностью. 1 балл. Сим справился частично. И 0 баллов задание провалено. В этом видео я и сама не знаю, какой результат нас ожидает. В какой части симы окажутся умными и сообразительными. Поэтому приступим. В спальне сима будет находиться работающий магнитофон. Со временем сим захочет спать, ляжет в кровать, но не сможет уснуть, ведь магнитофон будет работать. Сможет ли догадаться сим выключить магнитофон, чтобы уснуть? В Sims 1 я заперла сима в доме, убрав все двери, и оставила его в одиночестве с магнитофоном. Когда музыка запела, сим решил устроить собственную вечеринку. Его энергия таяла, как снег под солнцем, но работа была отложена, ведь у нас важный научный эксперимент. Поздно вечером, когда сим попытался уснуть, музыка мешала ему. Он перекинулся на другую сторону кровати, но магнитофон продолжал играть, и я с нетерпением ожидала, что произойдет дальше. Он потерял сознание от усталости, обмочил пижаму, даже не забыл про своего питомца, но все еще не выключил магнитофон. После долгих 37 часов, когда я уже начала терять надежду, он наконец решил прекратить праздник. Потребовалось более полусуток сим времени, чтобы дойти до этого вывода. Я думала, что увижу конец его истории раньше, чем он поймет, что нужно делать. В Sims 2 я наконец-то добилась некоторого успеха с обустройством дома и решила наблюдать за происходящим. И тут наступила ночь, и Сим отправился спать. Но вот незадача. Как только он прилег, всплыло облачко недовольства. О, вот это поворот! Вместо того, чтобы возмущенно кричать на меня, он просто поднялся с кровати и выключил музыку. Надо признать, прогресс налицо. В Sims 3 я сразу же включила магнитофон, привыкнув к этой традиции с предыдущих версий игры. Отсутствие телевизора показало, что Сим может развлекать себя при помощи зеркала. Постепенно дремота начала настигать моего Сима, и в один момент он приблизился к дивану, который я сразу же убрала. В это время музыка продолжала играть, а Сим все чаще показывал признаки усталости. Наконец, изнеможение заставило его потерять сознание, но магнитофон в спальне разбудил его. Он выразил свою злость на этот источник музыки и выключил его. Невероятно, как крики симов могут влиять на электронику. В Sims 4 я приобрела обычный магнитофон и запустила первую попавшуюся станцию. Мой Сим утверждал, что танцы – это его страсть. И поскольку в этот раз в игре главные роли принадлежат Симам, а не мне,
Я, конечно же, согласилась с его предположением. Время в Sims 4 тянется так медленно, что приходится устанавливать максимальную скорость, чтобы хоть что-то происходило. И вот, мой Сим оказался в кровати, а потом встал. Но самое интересное, что ему удалось поспать целых 20 симовских минут. Удивительно, как крепко он спал. И что еще больше поразительно, он не возмущался тем, что его сон был прерван. Хорошо, давайте посмотрим, что дальше. Наблюдать, как Сим ложится спать и снова встает, было довольно утомительно. Даже дискомфорт его не смущал. И ни на мгновение не было видно его возмущения. И что это за странные мудлеты? Даже когда Сим терял сознание, музыка не могла разбудить его в таком состоянии. В один момент Сим даже принял позу собаки мордой вниз, не в спальне. Он, кажется, думал, что обманул меня. Но я приобрела еще несколько магнитофонов в каждую комнату, так что посмотрим, как он теперь справится. Я играла таким образом 4 симовских дня, и в итоге была разочарована способностями Симов в этой части игры. В Sims 4 также есть капельки-наушники, поэтому я решила дополнительно проверить, как они влияют на сон. Я заказала наушники, включила музыку и убедилась, что Сим точно ее слышит. Спустя некоторое время Сим пошел отдыхать, переоделся в ночное белье, но капельки почему-то сами снялись. Но я снова их включила, и даже это не смогло разбудить Сима. Первое испытание с магнитофоном показало, что Симы обладают извилистым умом, за исключением Симов из Sims 4, конечно же. В первой части Сим доведет свои потребности до минимума и, находясь в максимально ужасном настроении, выключит этот дьявольский магнитофон. Во второй части Сим настолько умен, что даже не станет вступать в борьбу с ненужной музыкой. Мое уважение. В третьей части Сим, конечно, немного повыпендривается, но всего одним криком сможет заглушить этот источник ада. Что же касается Sims 4, Симы настолько привязаны к нам, игрокам, что даже с такими мелочами не могут справиться. Сим столкнется с настоящим вызовом, чтобы удовлетворить свои базовые потребности на этом участке. Первое испытание – это бассейн, который имеет пару сюрпризов. Потом Сим столкнется с кучей мусора, которая могла бы послужить источником дискомфорта или даже привлечь внимание городских собак. Дальше его ждет длинный лабиринт, где потеряться легко, а найти выход – непростая задача. И, наконец, множество лестниц, которые могут испытать даже самых спортивных Симов. Но в конце концов, если Сим достаточно настойчив и сообразителен, он сможет преодолеть эти препятствия и удовлетворить свои основные потребности. Строительство таких полос препятствий Wipeout для Симов я начала именно в первой части Sims. Для достоверности результатов пришлось заморочиться и устроить всем одинаковые испытания. Постройка таких мест развлечений заняла немало времени. И да, в четвертой части Sims нет горок, так что пришлось обойтись лестницей. Ну что ж, начнем наш симовский вайпаут. Я заселила Сима на участок выживания, добавила мусор и приступила к наблюдению. Напомню, я не собираюсь давать Симу никаких указаний, все, что он будет делать, это его виртуальная воля. Итак, время пошло. Первое, что заинтересовало персонажа, стала водная горка, и он без колебаний спустился по ней и начал делать круги туда-сюда. Для Сима это было весельем, а не испытанием. Спустя некоторое время он решил перекусить и совершенно не испытал никаких проблем с водной полосой препятствий. Сим покушал, взял тарелку в руки и начал спускаться в бассейн. Но, видать, его программа дала сбой, и он снова поднялся.
Мне пришлось убрать трамплин и горку, чтобы Сим смог добраться к другим объектам. И он тут же захотел убрать мусор, оставленный мной на пути в уборную. Он складывал одну кучу мусора в другую и постепенно выносил весь мусор по дороге. Затем я еле успела за моим Симом. Он бежал, сломя голову, в туалет. Длинный лабиринт на пути к кровати оказался тоже по зубам Симу. Настало утро, и он покушал чипсы и, естественно, намусорил, ведь я не оставила ему мусорный бак рядом с холодильником. И тут произошло то, чего я никак не ожидала. Сим взял мусор и спустился вместе с ним в бассейн. Не баг, а фича. Или фича. Можно заметить, что Сим гребет одной рукой, а второй держит мусор. Потом Сим понял, что от тарелки можно таким же образом избавиться. При пожаре Сим не догадается убежать через бассейн. А еще интересно то, что металлическая лестница может сгореть. Чудеса. Но если рассматривать ситуацию в целом, то Сим отлично прошел все препятствия и отлично поддерживал свои потребности. Итак, мусор в Sims 2 я создала. Шел дождь, Сим плескался в луже, а я смотрела на это представление. Спустя некоторое время ко мне пришли соседи. Они восприняли туалет как входную дверь и стучались в нее. Можно сразу сказать, что, как и в Sims 1, персонажи отлично ходят по мусору. В один прекрасный момент ударила молния, и на участке появился пожар. И, конечно же, все находящиеся Симы побежали к источнику огня, несмотря на все лестницы. Но пока они добежали, дождь погасил пожар. А мой Сим, ему интересны только лужи. И когда закончился дождь, он пошел к бассейну, чтобы прыгнуть с трамплина. Добравшись до участка с холодильником, я заменила трамплин и горку, чтобы Сим мог двигаться в обе стороны. Но тут его сознание сломалось, и он почему-то не хотел обратно залезать в бассейн. Пришлось немного иначе поставить лестницы в бассейне, и, о чудо, это сработало. Лабиринт также не сработал. Сим добрался до кровати. Но насчет туалета, в отличие от Sims 1, во второй части персонаж, обладающий точно таким же характером, не стал убирать мусор, оставленный мной. Да и вообще, он целых 2 раза обмочил свои штаны рядом с туалетом. Мусор на участке привлек тараканов. И вот они стали основным камнем преткновения для удовлетворения собственных потребностей. Он мог проснуться и пойти давить тараканов, жаловаться, что хочет кушать, и снова давить тараканов, плакать и опять... Вы знаете, его любимое занятие. Сим ни разу не приготовил покушать, зато каждый раз пытался набить брюхо едой и не наедался этим. И в конечном итоге он покинул этот мир. Не буду отрицать, что преград для него не было, кроме одной – тараканы. В Sims 2 они оказываются навязчивые мысли у Симов, и те могут вовсе забыть о своих потребностях. Я также смоделировала ситуацию без мусора и тараканов. В отличие от Sims 1, вынести мусор через бассейн Сим не смог. Он несколько раз не мог спрыгнуть с трамплина. 5 раз подряд принимал ванную, жаловался, что хочет кушать, и в итоге загнулся от голода. В Sims 2 явно что-то не то с автономностью. Я также проверила способность готовить на моей импровизированной кухне, но тут моего Сима поджидало чрезвычайное происшествие. В тройке мой Сим заподозрил что-то неладное и пытался убежать со своего участка, чтобы поиграть у океана. Поэтому мне пришлось его насильно закрыть на участке. Сначала он отправился в бассейн, и я не ожидала, что такой низкий заборчик не станет для него помехой. Поэтому пришлось заменить высоту забора. После такой перестройки он снова очутился в бассейне. Прошел треть пути,
и я заменила горку на лестницу. Потом я наблюдала, как Сим выносит кучу мусора, что заслуживает похвалы. Затем он долго возмущался, находясь в бассейне. И тут подстава. Появляется мудлет, тонет. И, конечно, он ничего не предпринимает для своего спасения. Но здесь вмешалась я. Дала указание выйти на сушу. Но затем он захотел в уборную и снова начал тонуть, а выбраться не смог. Затем он снова полез в бассейн и почти прошел это препятствие, но захотел в туалет. Кучи мусора его смущали, и он их топтал. Принял ванну, добрался до холодильника, покушал и отправился спать, так что все препятствия ему оказались под силу. Я убедилась, что Симы не способны переносить тарелки по бассейну, а тем временем продолжила свои наблюдения. И тут снова случилось то, чего я не ожидала. Сим был в бассейне и сообщал мне, что не может выбраться, хотя у него были все возможности. Я предположила, что это возможно из-за слишком узкого бассейна для такого накачанного Сима, и сделала его шириной в 2 клетки. И моему разочарованию не было предела. Расширение бассейна не помогло. Думаю, здесь явные проблемы с коллизией, а Симы все же обладают некоторым интеллектом. Ух, Sims 4. Значит, сначала я наблюдала за этой неудержимой зависимостью от компьютерных игр. Если в Sims 2 были тараканы, то в 4 это компьютер, зло во плоти. Сим купался, прошел все полосы полностью, кроме бассейна. Все шло неплохо, кроме питания. Сим даже не пытался прорваться к холодильнику и в конечном итоге победил волчий аппетит. Да еще и вампир успел крови выпить. Камнем преткновения на пути к холодильнику оказался трамплин. Симы не способны воспользоваться им без команды покровителя. Ну что ж, я убрала трамплин. И вот тогда мое испытание приобрело смысл. Он прошел все полосы. Да, он пару раз обмочил штаны, зато смог через забор забрать тарелку, чтобы помыть ее. Но спустя пару дней такой игры Сим решил произвести впечатление и приготовить еду на плите. И по иронии судьбы случился пожар. Пожар охватил все вокруг, а у Сима оказалось чувство самосохранения, и он убежал от источника пожара. Мы знаем, что у Симов во время пожара паника, крики и возгласы, поэтому их потребности уменьшаются с геометрической прогрессией. И когда Сим подождал окончания пожара, покушал и захотел поиграть на компьютере, то тут уже сказался низкий показатель бодрости. В целом, Симы способны пройти все полосы препятствий, если, конечно же, не будет таких объектов, как трамплины или пожары, которые совершенно собьют с ног ваших Симов. В конечном итоге я получила даже более радикальные результаты, чем ожидала. Sims 1 — это что-то. Я отдаю дань уважения этой части. Симы невозмутимы и спокойно следят за своими потребностями и ведут себя вполне умело. Симы из других частей также прошли это испытание, но не без своих приколов, поэтому получают по 1 баллу. И вообще, я ожидала увидеть такой вайпаут. Но в итоге вышло что-то такое. Симу предстоит серьезная ответственность в уходе за младенцем. Необходимо покормить, успокоить, убаюкать и обеспечить комфортные условия для ребенка. Если Сим не сможет выполнить эти обязанности должным образом, то младенца могут забрать социальные службы.
У этого Сима будет свой дом со всеми необходимыми условиями для жизни. Сможет ли Сим хорошо позаботиться о младенце? В Sims 1 нельзя просто так взять и завести ребенка. Но мне повезло, и после пары поцелуев моя пара задумалась о детях. Одного из Симов я поселила в комфортную тюрьму, а второму пришлось присматривать за ребенком. Спустя час после рождения нового члена семьи раздались крики. Сим подошел к младенцу, поиграл с ним и положил обратно в колыбель. Но это не удовлетворило самого малыша. А ответственный Сим пошел заниматься своими делами. Игра немного пристыдила меня за действия моего персонажа, и через 1,5 часа появился социальный работник. Таким образом, можно сказать, что в первой части отсутствует ответственность. В Sims 2 все началось не слишком гладко. Младенец оказался на полу, а новоиспеченная мать увлеченно играла в свои игры. Через некоторое время ребенка все-таки поместили в кроватку. Покормили, но было ясно, что пора менять подгузник. Однако молодая мать упустила этот момент, предпочитая кормить малыша бутылочкой прямо с пола. Вскоре ребенок оказался снова на полу, а Сим наслаждался заслуженным сном. Нельзя сказать, что такой уход за ребенком идеален, но тем не менее, младенец был накормлен, и ему даже периодически меняли подгузники. Стоит отметить, что у Сима нет четкого сценария взаимодействия с младенцем, поэтому, когда ребенок плачет, Сим не всегда реагирует моментально. В целом, Сим справляется со своими обязанностями родителя достаточно хорошо, и социальный работник не приходил в эту семью. Но в мире Sims 2 существуют книги для молодых родителей. Прочитав такую книгу, Сим заявит, что он лучше знает, как ухаживать за младенцами. Давайте проверим. Так, значит, младенец на полу, младенец забыт, спит не в кроватке, младенец пахнет. В общем, эта книга никак не повлияет на уровень ответственности и автономность Сима по отношению к младенцу. Возможно, это и есть нормальный уход за ребенком в мире Sims 2. Младенец в Sims 3 сразу же оказался в своей уютной кроватке. Молодая мама довольно много времени уделяла общению с малышом. Когда ночные крики будили молодую маму, она тут же поднималась с кровати, немного ругалась и удовлетворяла именно ту потребность, в которой нуждался ребенок. Но она и о своих увлечениях не забывала. В то время, когда ребенок кричал и требовал внимания, она не бежала, сломя голову. Это действие не отменяло все ее другие планы. Сим прекрасно справлялся с восполнением своих потребностей и не забывал о малыше. На такую гармонию было очень приятно смотреть. В отличие от Sims 1, в тройке Симы кормили и играли с младенцами, а в отличие от второй части, младенцы не брошены на пол, а Симы успевали не только за собой ухаживать, но и заниматься своими делами. Но в один прекрасный момент такая идиллия была нарушена той же проблемой, что и в прошлом испытании. Сим с младенцем на руках возмущался, что не может положить ребенка. Покупка второй детской кроватки также не помогла. Такое отношение к уходу за ребенком испортили лишь проблемы с коллизией в этой игре. В четверке дела обстоят намного проще. Если вы играете в тотальную свободу для Симов, то каждый раз, когда ребенок начинает кричать, Сим тут же отменит свое текущее действие и подойдет к колыбельной. При этом в моей игре Сим ни разу не подходил к ребенку просто так, чтобы поддержать на руках или поиграть с ним. Напротив, только крики и страдания младенца заставляют идти к новорожденному. Это вам не Sims 2, где Сим может взять спящего младенца на руки и просто стоять с ним по несколько часов. Нет, здесь вы такого не увидите. Даже спящий Сим проснется, если младенец начнет кричать, даже если они находятся в разных комнатах.
Я думаю, у Сима встроена радионяня. Иначе я не могу объяснить такую телепатическую связь с младенцем. Даже пожар не остановит вашего Сима, чтобы побежать к плачущему младенцу и заменить ему подгузник. Вот она, сила скриптов, то даже пожары уступают младенцам. Я могу утверждать только одно. В Sims 4 персонажи — это роботы, которые следуют своему скрипту, и поэтому не имеют свободы воли по отношению к младенцам. Зато младенцам в четверке везет, они никогда не останутся в стороне. Этот эксперимент показал, что Симы в тройке обладают достаточно сбалансированной системой свободы для каждого персонажа. Ведь Сим справился со всем. Уход за младенцем, поддержка собственной жизнедеятельности и занятия своими хобби и увлечениями. В Sims 1 Симы не обладали достаточным интеллектом, чтобы их малыш не испытывал недостатка в уходе. Во второй части хоть и был заботливый уход за младенцем, но не всегда правильный. А в четвертой можно не переживать, если программа в голове Сима не собьется, конечно. В симовской семье будет максимальное количество персонажей – 8 симов. Я куплю самый маленький участок, который возможен во всех частях Sims, и построю абсолютно маленький домик. В нем будут самые необходимые объекты для жизни – холодильник, кухонная тумба, плита, кресло, телевизор, душ, туалет, умывальник и односпальная кровать. Смогут ли Симы каким-то образом самоорганизоваться и выжить в таком крошечном доме? Счастливых вам голодных игр! В Sims 1 все началось обычно. Одни Симы находились в доме, другие на свежем воздухе. Они вполне умело использовали имеющиеся у них возможности. Однако Симы часто жаловались на ограниченное пространство и отсутствие доступа к различным объектам. И тут наступил первый конфуз. Появился скунс, а кто-то попробовал уснуть стоя. Я ожидала, что кто-то из Симов сляжет от голода, ведь чтобы достать что-то из холодильника, нужно было обойти пару других Симов. Но некоторые Симы даже решили воспользоваться телефоном и заказать пиццу, что было приятным сюрпризом. Однако никто не подумал принять этот заказ, что, конечно, было бы великолепно. Симы по очереди удовлетворяли свои потребности, но все изменилось, когда произошел пожар. В итоге победил тот, кто спал в кровати и был абсолютно безразличен к происходящему. Даже те Симы, которые были в безопасности на улице, стремились к источнику пожара. В результате строительства в Sims 2 игра отказалась подчиниться моим желаниям и поставить плиту так, как я хотела. Поэтому я оставила Симов обедать без столов и стульев. В общем, все шло по плану, и они были очень активны в общении. Стоит отметить, что в этой части Симы без труда справляются с узким коридором, свободно проходя мимо объектов и других Симов. Даже в уборной 3×2 в один момент поместилось целых 6 Симов. Через 1,5 дня я установила телефон. В какой-то момент, когда пара Симов покинули виртуальный мир Sims 2, и я подумала, что, вероятно, в холодильнике закончилась еда. И так оно и оказалось. Это означает, что Симы не в состоянии заказать себе еду или продукты. Вывод: самое страшное, что может случиться с вашими Симами, это голод. Потому что в функциях их автономности нет такого понятия, как взять и заказать еду. В Sims 3 мои Симы чаще находились на улице, чем дома. Они отлично ладили друг с другом, готовили еду на всю семью и отдыхали по очереди. Конечно, их плохое настроение отражалось на отношениях. Часто возникали ссоры и драки. Приятно было видеть, что грязь на участке не задерживалась. Симы чистили унитазы и мыли посуду, поэтому дом был всегда чистым, а не грязным.
Несмотря на ограниченное пространство и количество симов на квадратный метр, они сумели ужиться и поочередно удовлетворять свои потребности. В Sims 4 время в игре проходило настолько медленно, что я уже начала подозревать, что это испытание больше для меня, нежели для моих хомячков. Одна игровая неделя на скорости 3 заняла у меня 50 минут реального времени. За это время я довольно хорошо рассмотрела хомячков-переростков. Особых бытовых проблем у них не возникало. Они спали не только в кроватях, но и на земле. Кушали все, что было в холодильнике, и поочередно принимали душ. За эту игровую неделю я ни разу не вмешалась в их расклад жизни. Хомячки оказались такими же самостоятельными, как и в Sims 3. Единственное отличие – это количество мусора и грязи, которое никто не убирал. Хомячки снаружи, свинки внутри. Испытание ограниченным пространством показало, что по мере развития игр Sims интеллект и физические возможности симов возрастали, что позволяет им самостоятельно следить за своими потребностями, даже в ограниченном пространстве или полном доме. В Sims 3 и 4 симы достаточно автономны. В Sims 1 и Sims 2 персонажи смогут ужиться под маленькой крышей, но не на продолжительный срок. У нас вырисовывается явный лидер, но впереди нас ждет еще одно испытание, которое может все изменить. Я построю условный дом и проложу к нему тротуар, по которому симы будут идти. Поймут ли симы мой намек? В Sims 1 я не ожидала чуда. Сим бежал к месту назначения по самому короткому пути. Поэтому в этой части симы еще не знают о существовании тротуара. Начав эксперимент в Sims 2, мне показалось, будто Сим знает, как правильно идти. Но изменив пару раз маршрут, мои ожидания не оправдались. Однако было очень похоже. В Sims 3 даже предпосылок я не увидела. Что уж говорить, даже NPC игнорируют тротуар. А вот в 4 есть на что посмотреть. Симы знают, что есть тротуар, и успешно им пользуются. Хочу сразу предупредить, если вы сделаете тротуар змейкой, то ваш Сим догадается про ваш план и будет идти по кратчайшему пути. Да, симы могут принимать пищу, сидя на унитазе, мыть посуду в ванной, но по тротуару они точно будут ходить. Так что в Sims 4 персонажи заскриптованы настолько, что ваши газоны останутся незатоптанными, если бы они имели такое свойство. В каждой части симы обладают определенным уровнем интеллекта или набором скриптов. Если кратко пробежаться по результатам всех испытаний, то вот что мы получим. В первом испытании с магнитофоном Sims 2 показал свою невозмутимость в данной ситуации. В испытании Wipeout симы из первой части способны пройти все препятствия, чтобы получить желанную потребность. Испытание ответственности показало, насколько разнообразной и счастливой может быть жизнь родителя в Sims 3. И младенец ни в чем не нуждается, и сим-родитель способен развиваться и следить за собой. Ограниченное пространство не будет помехой в Sims 3 и 4, а тротуаром смогут воспользоваться только в 4. По моему субъективному мнению, Sims 3 и Sims 4 превосходят остальные части в интеллектуальных способностях. А что думаете вы? В какой части симы умнее? Какие испытания для симов придумали бы вы? Жду вашего мнения в комментариях. А если ваша кружечка кофе не выпита, то у меня есть что вам предложить. Поэтому ставьте испытания, подписывайтесь на интеллект и пишите о нелепых трудностях симов в комментариях. Отправляйте бонусы, если вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. Пока!